Приветик, ребята! Меня зовут Никоя, и вы на моем канале Никоя Мун в разделе свадебного бьюти-блога, где сегодня мы поговорим о мастерах красоты на острове Бали, а также о прическах, макияже. Я дам свои личные рекомендации, основанные на моем личном опыте. А вы, в свою очередь, дайте обратную связь в комментариях. Буду очень ждать. Что ж, приступим. Я расскажу тебе, как сделать такие косички самостоятельно, без особых усилий. Так что оставайтесь со мной. Оставайтесь со мной. Бьюти-блог серия 2. Первое, о чем стоит позаботиться перед тем, как ты приезжаешь на остров, это средства защиты от солнца. Да, возможно, для вас покажется это слишком банальным, но поверьте, для меня я совершенно не отношусь к адептам SPF защиты. Просто когда ты находишься на острове, появляется стойкое ощущение, что солнце близ экватора хочет тебя убить. Я позагорала без крема под облаками и получила волдыри на своей спине спустя пару часов. Не стоит повторять, работает профессионал. Мой любимчик это Ultra Ceuticals. Ultra Ceuticals, наверное, да? Господи. Сначала надо перепроверять информацию перед тем, как ты ее даешь людям. Мой любимчик не оставляет неприятного белого налета на коже, представлен в линейке как матирующий, так и увлажняющий крем с разной SPF защитой разного уровня. Подходит для чувствительной кожи, проверено на мне. У меня очень чувствительная кожа. И самое главное, я просто без ума. Я просто без ума от запаха. Я просто схожу с ума от этого запаха. Он пахнет мандаринкой. Очень приятно. Вот как вы видите, не оставляет никакого белого неприятного оттенка на коже синюшного. Очень много народа по Бали ходит абсолютно с сине-белыми лицами. От крема это выглядит забавно и смешно. Все боятся сгореть. Вот. Поэтому будьте умнее, выбирайте вот это вот. У меня SPF 30. Матирующий, потому что у меня комбинированная, жирная, проблемная кожа. Вот. Но я его наношу на все тело. Подходит как для лица, так и для всего тела. Необходимо также обзавестись матирующими салфетками или, как наш фотограф сказал, любыми салфетками, которые очень нужны для съемки как вам, так и вашему партнеру. Ну, в принципе, во время церемонии, свадьбы иногда нужно что-то подправить. Поэтому не забудьте про этот момент. Также вы можете самостоятельно приобрести помаду, которой сможете пользоваться в течение дня, подправлять макияж без проблем. Но при выборе помады важно учитывать возможную степень приобретенного загара на острове, чтобы она не выглядела слишком бледной, вероятно, или, может быть, не оттеняла, не подчеркивала красноту кожи. В целом, для того, чтобы в течение дня можно было подправить с легкостью макияж, я считаю, что, конечно, это стоит сделать. Приобрести ее заранее и сообщить об этом своему мастеру. Следующий пункт – это лайфхак для тех, кто передвигается на байке по острову. Не знаю, как у вас, но у меня жутко пачкаются волосы от шлема. И просто, когда ты хочешь приехать на какое-то место и запечатлеть себя, и что тебя окружает, просто не хочется этого делать, потому что волосы выглядят ужасно после шлема. Поэтому для тех, кто интересуется, две косички это must-have классика вне времени. Итак, их легко брать под шлем, а приехав на место, можно в конце распустить и получится красивые небрежные серф-локоны. Начнем. Кому интересно, оставайтесь, смотрите. Кто нет, можете перемотать по тайм-коду на следующий раздел. Но будьте внимательны в этом блоке. Во время плетения косичек я расскажу про средства, которые использовала на Бали под свадебную прическу, которые подходят для тропических мест. Итак, что нам дано? Свежая осветленная база, которую успел покинуть тонирующий пигмент, поэтому волосы довольно сухие. Плести косы мы будем на чистую голову, поэтому
Предварительно моем ее шампунем, который вам нравится. Я лично использую яичный шампунь от Вкусвилл. Для меня он совокупность натурального безопасного состава, который я ищу в ежедневном уходе. И, что немаловажно, это удовлетворение от ожидаемого эффекта, заявленного шампунем и его производителем. Кстати, бальзам тоже супер. Если вас вселенная наградила стекловидным полотном, то советую не наносить кондиционер после шампуня. Итак, оставляем волосы слегка влажными, это поможет локону задать уверенное, нужное нам направление, то есть достичь более упругого завитка. Тем более, что в путешествиях это сильно экономит время. Обычно хочется приехать на какое-то место незадолго после рассвета, чтобы насладиться уединением. А еще это сохранит ваш брак, если капуша в семье вы. Изначально мои волосы тонкие и очень пористые, и в целом этого более чем достаточно для того, чтобы получился хороший, долгоиграющий волнистый узор. Но, чтобы укладка продержалась при любом ветре, а мелкие волосинки не выпадали из косы в разные стороны, я нанесу на всю поверхность плетения жидкий лак. У меня это силуэт от Schwarzkopf. Он не даст волосам сильно пушиться и придаст текстурность конечному результату. После все волосы необходимо хорошенько расчесать. На вылезающие антенны для связи с галактикой я наношу небольшое количество самого лучшего средства в мире. Это Tiggy Bad Head Get Twisted спрей защиты от влажности. Он усмиряет весь пух и торчащие безудержные завитки, и даже внезапно распустившийся одуван на голове во время переездов и путешествий, когда вода в душе делает из тебя Монику в отпуске. Делим волосы на нужный нам пробор. Мне нравится боковой. И теперь я научу вас секрету удовольствия от самоплетения французского колоска, прилегающего к голове. Да, удовольствие, потому что это очень просто. Волосы, которые мы будем плести, нужно разделить на две части и закрутить в жгут. Все, это очень просто. Сильно упрощает нам задачу. Можно даже без зеркала делать после нескольких тренировок, я серьезно. Главное, желательно, чтобы каждая прядь закручивалась и вокруг своей оси, и вокруг друг друга. Подтягиваем, когда это необходимо, для тугости плетения и лучшего прилегания к голове. После того, как челка заплетена, я увожу линию плетения под углом назад, чтобы форма головы получилась визуально овальная. Таким образом, после того, как мы распустим косы, по краю у лица у нас будет красивое волнистое оформление от самой высокой точки. Будет красивый переход. Можно немного потянуть за края колоска, чтобы украсить какие-то места, которые кажутся более плоскими. И теперь, там, где кончается наша голова, мы переходим к плетению классической косы из 3 частей. И все, фиксируем резинкой. Пока будем плести косы, я расскажу о своем опыте использования линейки от влажности и для стойкости причесок Oribe, лак и волумиста. Я их использовала перед накруткой свадебной прически, которая должна была выдержать водопад Тибумана. И, к сожалению, водопад Oribe не по плечу, поэтому если вам приходит в голову подобная идея, то последуйте моему совету. Не используйте эти средства перед накруткой, возможно, вы сделаете только хуже. Да-да. Переходим на другую сторону, повторяем все то же самое, уводим под углом назад. К сожалению, пока я не нашла никаких средств, которые могли бы надолго зафиксировать локоны в условиях супервлажности. Единственный рабочий лайфхак от мастера Валерия Валфмуа на Бали. Она сказала: крутим как на выпускной, а водопад все поправит. Фиксируем наши бока шпильками для надежности конструкции. Дополняем наш лук аксессуарами и вуаля! Можно надевать шлем и мчать навстречу любому ветру и непогоде. С ними можно лезть в воду, это удобно. А для ускорения эффекта, если это необходимо, можно прогреть волосы феном на средних температурах.
Соленая вода создаст дополнительный эффект стайлинга, поэтому это будет еще прикольнее. В конце видео я покажу, что получилось по результату, когда вы распустите косы. За это время они как раз успеют схватиться, просушиться. И что? Получились у вас такие же косички? А еще, ребята, поделитесь, может быть, вы знаете какие-то рабочие продукты, которые смогут уберечь волосы от влажности. Оставьте связь в комментариях. Что ж, продолжим? Начнем! Конечно, должно быть самым практичным будет элегантный гладкий пучок, который сейчас все еще находится на пике популярности, безусловно, актуален в 2024-2025 годах. На мой взгляд, выбор очевиден, но если вы хотите что-то посложнее, тогда рекомендую его от этих мастеров. Валерия Балфмуа работает в самых трендовых техниках визажа и, как понятно из рассказа ранее, большой эксперт в создании причесок в коварных условиях, имеет огромный опыт работы с невестами и профессиональными моделями. Так что, кто хочет на фотосессию, тоже к ней. Продолжая тему косичек, хочу отметить невероятного арт-мастера Джейн Архипова. Работы, конструкции из кос, создающие абсолютное ощущение постапокалиптических, урбанистических сюжетов в ее инстаграм-постах, которые хочется постоянно пересматривать. Это невероятно. Также Джейн работает со свадебными прическами, и если вы знаете, кто такая Лиля, привет, блогер. Так вот, именно Джейн собирала ее на ее самый важный день. Это очень круто, у меня аж мурашки. Круто. Мне кажется, потеряла лицо. Ну ладно, надену другое. Много детей вам подарю. Number 3 is One Love. Мой свадебный стилист. Бавали. Все сердечки тебе. Энергичная красотка, которая имеет огромнейший опыт работы во всевозможных техниках. В ее бьюти-сундучке не только вселенная мейкап, а знаете, как у Джей Ло в фильме «Свадебный переполох», там полно разноплановых склянок, и она может привести в чувство любого. Проверено мне. Также Валя организует крутые съемки, в том числе, вероятно, ее любимый трэш-контент. И работает со звездными блогерами. Я их нашла на экране. Остановимся на вопросе макияжа. Конечно, самым практичным является наращивание ресниц. Не нужно заботиться о погодных условиях или то, что в самый трогательный момент тушь потечет. Однако мейкап-артист-мастера не любят работать с наращенными ресницами, потому как очень сложно проработать межресничную зону плотными текстурами, которые в свою очередь склеивают реснички наращенные, и все, конечно, в конце это выглядит жутко удручающе. Для макияжа глаз выбирайте стойкую термотушь, которая с легкостью смывается теплой водой выше 38 градусов, а значит, при необходимости может наноситься даже поверх наращенных ресниц. Да-да, я знаю, что вы так делаете. Если вы хотите найти мастера в каком-то определенном районе, или, возможно, ищете ответ на девчачий вопрос какой-то, связанный с островом Бали, очень советую вам телеграм-канал. Называется Бали Чат Женский Бали Форум. В любом случае, я оставлю ссылочку внизу в описании. Только не заходите с мужских аккаунтов, с братьев, там, мужей. Вас либо не пустят, либо заблокируют. Поэтому Girls Team. Girls Rules. Маникюр. Если вы привыкли к заблаговременной записи, то попрошу вас набраться некоторой храбрости и подстроить свое терпение под островитянский стиль жизни. Как сказала мой свадебный стилист, здесь никто так далеко не планирует. В действительности почти все запланированные между мной и мастером договоренности к
моменту назначенной даты были нарушены в связи с преследованием властей незаконной деятельности на территории Индонезии, вынужденный визаран и банальным «Извините, я возвращаюсь обратно в Россию, не смогу вас принять». Ты такой ясненько. Окей. Очень нравится салон студия красоты Вакуум. Их подход к стерильности. Для меня лично это очень важно. Их общая концепция, а также исключительные работы. Поэтому, если вы ищете мастера красоты с русским подходом в Убуде, то вам на заметку. Маникюр на мою свадьбу был выполнен коллегиальной работой мастеров студии красоты Nail Space, который находится в Чонгу. Оцените работу вы можете по видео, по моему свадебному видео, ссылочку оставляю. Знаете, так как мы с мужем всегда в поездках все делаем вместе, то в тот раз ему пришлось прождать меня 3 часа, пока я сидела на маникюре вот так. Poor little baby. На сегодня все. Если вы не видели первую часть, первый раздел свадебного бьюти-блога на Бали, то советую посмотреть. Возможно, там вы найдете больше ответов на свои волнующие вопросы. С вами была Никоя. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны на мой канал, ставьте колокольчик. И до встречи в новых выпусках, а мы сейчас посмотрим, что же получилось из этого.